Всем привет! Сегодня решила поделиться с вами интересным рецептом блюда из картофеля. Очень вкусно, сытно получается, главное симпатично и легко и просто в приготовлении. Сейчас вам дальше все расскажу. Мне понадобится 3 больших картошки, которые я уже качественно помыла и высушила. Теперь нарезаю их на вот такие ломтики, приблизительно 1,5, максимум 2 сантиметра толщиной. Но если вы не так сильно любите картошку, как я, то можно нарезать немного потоньше. Нарезанный картофель я отвариваю в подсоленной воде буквально минут 10 после закипания. Этого будет достаточно. Когда сварила, сливаю воду и оставляю его остывать. А тем временем займусь начинкой. Я использую вот такое салко, нарезаю его на мелкие кубики. Кстати, можно бекон заменить любым другим мясом, либо ветчиной или даже колбасой. Мне просто нравится вкус поджаренного бекона, поэтому я чаще использую его. Ну и нарезанный бекон я обжариваю на сковородке минут 5 до легкой золотистости, сильно не выжариваю его. Для тех, кто любит лук, можно добавить и его в начинку. Я не добавляю исключительно потому, что в этом блюде он мне кажется немного неуместным. И когда салко обжарилось и приобрело характерный цвет, снимаю с огня и даю ему остыть. Теперь натираю сыр. У меня это твердая моцарелла, грамм 150 будет достаточно. Натираю на мелкой терке и отправляю в глубокую миску. Еще для начинки я использую сушеные томаты. У меня 50 грамм, кусочков 8-9. Также их мелко нарезаю вот на такие кусочки, кубики, как получится. Главное тоже на мелкие. И закидываю их к сыру в миску. Туда же отправляю поджаренный бекон. Также еще в начинку я добавляю 150 грамм обычного йогурта. Можно заменить сметаной, тоже, кстати, будет очень вкусно, а может даже и вкуснее для кого-то. Теперь это все хорошенько перемешиваю и подрезаю пару листиков базилика для вкуса. Если у вас нет свежего, можно заменить сушеным. Отправляю его туда же к начинке и все перемешиваю. Также в начинку, или фарш, как я его называю, можно добавить немного чеснока, если вы его любите. Дальше мне понадобится противень, его я застилаю пергаментной бумагой и выкладываю на него остывший картофель. И сверху выкладываю начинку, просто ложкой. Сверху покрываю начинкой всю картошку. Кладу побольше с горочкой, чем больше начинки, тем вкуснее. Видите, она получилась плотной, хорошо держится и не растекается. Ну и отправляю в разогретую духовку до 220 градусов на 20 минут. Готово. Да, кстати, я выпекаю его на нижней полочке духовки, чтобы картофель хорошо пропекся, а верхушка не сгорела, поскольку температура довольно высокая. Надеюсь, вам придется по вкусу. Приятного аппетита. Пока.